Всем доброе утро. Сегодня мы с вами идем гулять в парк. Да, парк, но не простой парк, потому что он проходит не по земле, а над землей. А все очень просто. 1,5 века назад там была открыта линия железной дороги. Сначала там было метро, потом городская электричка, ну или наоборот. Но со временем необходимость этой железной дороги пропала, станцию вообще снесли, там построили здание оперы Бастилии, линию разобрали частично, и лишь в конце прошлого века, в начале 90-х, проходит такая глобальная реконструкция этой вообще зоны, этого квартала. Часть линии восстанавливается, но там теперь не поезда, а прогулочные зоны. То есть попросту парк. И мы сейчас идем туда, посмотрим, как это выглядит, погуляем. Может быть, что-нибудь интересное увидим. Я сам там ни разу не был, поэтому идем и смотрим. Пока мы с вами идем вдоль Лионского вокзала, то есть это вот здание все такое необычное, да, такое брутальное, это все Лионский вокзал. И мы сейчас к нему подойдем с другой стороны, сзади. Постепенно будем двигаться в сторону площади Бастилии, где и начнем прогулку по нашему променаду. Вот мы пришли к Лионскому вокзалу. Такое вот роскошное здание было построено к Всемирной выставке 1900 года. А вот мы зашли в здание вокзала. Тут наверху находится ресторан, где вот такие необычные и очень захватывающие интерьеры. Но мы туда не пойдем. Вот пути вокзала. Все по классике, все обычно. И отсюда, смотрите, поезд идет в Барселону. Марсель, Лион, Женева, Барселона. Такое, знаете, интересное чувство. Причем я даже могу сесть на этот поезд и уехать сейчас. У меня паспорт, виза, все. Ну, границы открыты, могу брать и ехать, но не могу. Поэтому просто показываю вам это здание и идем дальше смотреть парк. Ну что, пойдем дальше? Прямо около Лионского вокзала стоит такой вот памятник необычный. Как сказано из таблички внизу, так, а вот мы с вами подошли уже к самому парку. Вот начало. Тут раньше была станция. Сейчас здесь находится опера. А сами пути, вот они, за моей спиной. И мы сейчас поднимемся наверх и посмотрим, как это выглядит сверху. Вход в парк такой, заметьте, незаметный. Вот название. Кулевер Рене Дюмон. А Дюмон — это известный агроном был французский, который баллотировался даже в президенты. Но победить ему не удалось. Имя навсегда зафиксировали в истории. Собственно, вот мы подходим. Вот так это место выглядит сверху. Представляете? 4 километра дороги, даже больше.
4 километра парка в городской черте. И на карте этот парк, как зеленое насаждение, даже не обозначен. Это просто кусок дороги, на котором высадили деревья. Как вы могли заметить, это место очень напоминает Highline парк в Нью-Йорке. Ну, о том, что такое Highline парк, вам расскажет Антон и Маша из Нью-Йорка. Вкратце расскажу, что там тоже были такие пути железнодорожные, они тоже были заброшены. И вот не так давно там сделали такую вот пешеходную, так сказать, аллею парковую. И люди тоже там отдыхают, загорают, как и здесь. А вот там уже дома. Причем из некоторых домов сделали выход прям сразу в парк, что очень удобно. Люди могут выходить и гулять, не контактируя с остальным городом. В разных частях парка есть спуски, лифты даже поставили, который, скорее всего, работает. Давайте проверим, работает ли этот лифт. Он работает. А мы пойдем дальше. Смотрите. Тут показывает расстояние до разных точек. То есть до Бастилии 850 метров. А вот до этого места 3,8 километра. Вот еще спуски из парка. Так что не обязательно, поднявшись в парк, идти его целиком. В любой момент можно прерваться, спуститься и пойти по своим делам. Но солнце здесь очень сильно печет. Такие вот необычные лавочки здесь есть. Ну, парк не однообразен, но дальше будет меняться. Будут появляться разные растения, аллеи, поэтому мы пойдем дальше и обязательно посмотрим, что будет впереди. Ну а пока, раз уж я упомянул Антона и Машу из Нью-Йорка, подписывайтесь на их канал. Называется Westside New York гуляем и едим. Они много гуляют по Нью-Йорку, путешествуют по Америке, показывают, рассказывают. Очень интересно.
Подписывайтесь на их канал. Потом подписывайтесь на мой канал. Пишите и им, и мне комментарии, ставите лайки. И смотрите наши видео дальше. Видите, как неожиданно раз, и парк разрезает буквально дом. И непонятно, то ли парк разрезает дом, то ли дом разрезает парк. Потому что вот такая вот необычная архитектура. Впереди мы видим пути Лионского вокзала. Опять же спуск, он же подъем вниз. Очень необычно. Тут даже есть, видите, туалет с такими очень нетерпеливыми людьми. Но для меня проблема есть одна. Я не вижу ни одной помойки. У меня как бы бутылка пустая из-под сока, а некуда выкинуть. Я сейчас хожу просто с пустой бутылкой по парку. Просто то, что я видел на фотографиях, в этом парке есть речки какие-то такие, знаете, фонтанчики, всякие скульптуры. Я хочу все это увидеть, как бы маршрут очень длинный, 4 километра, сами понимаете, но мне интересно это увидеть. Там какие-то домики странные, непонятные, для птичек, наверное. Потому что, как сказать, место не самое центральное, этот парк, но раз уж я здесь, вот, то стоит посмотреть все. А вот уже водичка у нас. Такой прудик искусственный. Там вот дальше мостик через него есть. Давайте пойдем посмотрим. И снова впереди жилой дом, в который буквально упирается парк. Но аллея не заканчивается. И дорога идет вот туда, налево. И мы идем туда же.
О, помойка. Pleurant, machin, machin. В какой-то момент парк прекращается. Ну, прекращаются сами эстакады, по которым мы ходили. Мы находимся просто в обычной городской зоне, в городской среде. Но это ненадолго. Мы идем вперед, и там будет продолжение всего этого. Но даже здесь такая очень благоустроенная, уютная аллея, где очень приятно ходить. И впереди нас снова встречает часть старой железной дороги. А вот фонтан, а вот туннель. Сейчас мы в него зайдем, пойдем дальше по парку. Вот, как раньше было написано, Кулеверт Рене Дюмон. А вот здесь такие фонтанчики, видите? Причем прямо над нами были магазины, жилые дома, автомобильная дорога. Вот даже дом стоит, видите? Это все было над нами. Причем, если аллея начиналась как такой небольшой городской парк, тут уже целый лес. Несмотря на то, что и тут дома за стеной, но мы как будто находимся в лесу. А это, как мне кажется, какие-то остатки станции старой. А впереди еще одно живописное место, еще один туннель.
Вот название улицы, куда мы пришли. И вот туннель. И прямо над нами опять дома. Я вот думаю, сейчас еще немножко пройтись и поехать обратно, показать, как это выглядит снаружи, потому что, ну, идти 4 километра пешком, конечно, утомляет. Вот снова мы попали на верхнюю часть. Тут тоже дома. И впереди снова начинается эстакада. Очень, я говорю, интересное, необычное место. Кажется, я вышел на велодорожку, потому что все нормальные люди внизу идут, а я вот иду здесь. Ну, случайно перепутал. Надеюсь, меня велосипедисты не закидают там колесами и чем-то еще. И снова внизу нас дорога, а мы на эстакаде. И все это время я просто иду прямо, не сворачивая никуда. Вот просто как вот идет аллея, так я по ней иду. Ну, действительно очень интересное и комфортное место. Так как впереди забор, какие-то дома. Будто парк закончился, но он не может закончиться, он должен продолжаться. Тут очень так необычно петляют дороги, что в какие-то моменты начинаешь теряться и не понимаешь, куда идти. Но парк все еще продолжается. Мы идем по территории парка. Хотя я местами уже даже не уверен в этом. Короче, я все понял. Когда-то, когда там были железнодорожные пути, там была развилка. И мы пошли направо, а надо было идти налево. Но мы вернулись на маршрут, поэтому маршрут перестроен и идем дальше. Впереди снова узнаются мотивы бывшей железной дороги. Как догадываетесь, вот были пути здесь, и просто по ним проложили дорогу. И напоминает о том, что мы идем прямо. Опять указатель с названием парка и именем агронома. Поэтому идем дальше.
Слушайте, ну я так понимаю, мы дошли до самого конца парка уже. Поэтому нам надо скоро будет уже разворачиваться и ехать обратно. Да, мы поедем обратно, потому что пешком идти я не хочу. А показать вот со стороны площади Бастилии весь этот комплекс мне хочется. Поэтому мы вернемся в ту сторону и пройдемся еще там. Питьевые фонтанчики есть. Все работает, поэтому, видите, вода льется. Можно помыть руки, умыться. Очень удобно. Я так понимаю, это конец парка, потому что там вот уже стена, забор, но впереди очень необычная винтовая лестница. Так, давайте поднимемся, посмотрим, что наверху. Вот видите, продолжение туннеля. Там темно и страшно. А мы идем наверх. А прямо сейчас от парка можно вернуться на автобусе. И мы сейчас едем на автобус, по нашей карте оплатим проезд и вернемся к площади Бастилии. Правда, выйдем немножко пораньше, чтобы показать вам весь акведук, архитектуру этого парка с нижней части, а не сверху. Все, мы оплатили картой проезд, теперь едем обратно. Карта выглядит вот так. Это как наша местная тройка. Называется Навига. На нее можно записывать как разовые билеты, так и абонементы. И, конечно, чем больше билетов ты покупаешь, тем дешевле выходит. Посмотрите внимательно. Прямо здесь, под нами, идет парк. Сверху об этом так и не скажешь. Daumesnil, Félix Éboué. Charles Bossu. Rambouillet. Daumesnil, Diderot, accès à la gare de Lyon. Вот мы и приехали. Вот так парк выглядит снизу. Внизу магазинчики всякие. А вот здесь уже дорога.
Я еще немножко прогуляюсь здесь. Но пока, напоминаю, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Комментарии я читаю и на них даже отвечаю. Правда, их пока мало. Но в любом случае жду любую ответную реакцию. Мне интересно ваше мнение. Вот так. А пока гуляем дальше. Ну вот и все, мы снова вернулись к началу парка. А вот опера, ради которой снесли здание станции. Впереди площадь Бастилии. И на этом я с вами прощаюсь. Сегодня в Париже плюс 32. В городе стоят такие фонтанчики, которые рисуют радугу и освежают воздух. А здесь можно налить воды в бутылку. Люди подходят и принимают такой влажный душ. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной сегодня. Вместе погуляли, хорошо провели день. Очень жарко, на улице плюс 32. Но пора заканчивать. Пока.